Голубая лагуна – место, ради которого сотни тысяч туристов со всего мира приезжают в Олю-Денис. И сегодня мы с вами туда отправимся. Покажу, как добраться, сколько стоит вход и шезлонги в 2026 году и расскажу, почему мы пожалели, что приехали сюда именно сейчас. И, конечно, вас ждет невероятно бирюзовое море и много интересного о самой лагуне, ее особенностях и почему она считается одним из самых красивых мест в Турции. Устраивайтесь поудобнее и поехали вместе с нами в голубую лагуну Олю-Денис. Всем доброе утро из солнечного Фетие. Какая красота у нас за окошком сегодня. Смотрите, так тихо, спокойно. Еще только 8 утра. А встали мы пораньше для того, чтобы поехать на самый красивый, один из самых красивых пляжей Турции. Олю-Денис. Называется Голубая лагуна. И сегодня мы хотим съездить туда, на наше любимое место. Встали пораньше, потому что с утра там не так много людей. Конечно, пляж очень популярный. И это для многих разочарование, потому что приходят и понимают, что там просто, яблоку негде упасть. Сами понимаете, раскрученный пляж, хотя он и платный. В общем, вам покажу в этом видео этот пляж, все подробно расскажу, какие сейчас цены, потому что они меняются каждый год, и каждый год он дорожает. А если вы пропустили прошлый выпуск, где я подробно показала наш отель в Олю-Денисе и зажигательную ночную жизнь на барной улочке, обязательно посмотрите его после этого видео. Ну а мы сначала отправляемся на завтрак. Завтрак включен в нашем отеле, поэтому здесь будет такой небольшой шведский стол. Сейчас посмотрим, чем нас сегодня угощают. Возьмем тарелочки и пойдем выбирать. Здесь стандартно вареные яйца, сосиски в соусе, там вон картошка фри. Пойдемте посмотрим, что здесь из выпечки сегодня. Из выпечки сигара бörek, это такой турецкий бörek в виде сигары, в общем. Булочки какие-то здесь. Ну и, как всегда, оливки. В любом турецком отеле большой выбор оливок, потому что Турция, в принципе, один из производителей оливок. И варенье, кстати, всегда очень много. Мед и различные варенья. Тоже, может быть, какой-то возьму. Шоколад. Вот салатики здесь в виде таких нарезок, в общем, овощей. Свежие овощи. И что еще? Сыры, конечно же, сыры. Здесь масло. Масло я возьму себе. И сыры. Тоже очень много видов. Различные колбаски, сыры. Я вот такой вот сырок люблю. Обычно его беру. В принципе, на вкус они плюс-минус все одинаковые, просто форма сыра разная. Колбаса не очень в Турции вкусная, поэтому редко ее беру. А вот такой еще мягкий сыр мне нравится. Типа брынзы, да, наверное, наши. Называется по-турецки бейаз пейнир, то есть белый сыр. Ну и, конечно же, турецкий чай. Куда без турецкого чая никакой завтрак не обходится. С таким прелестным видом мы завтракаем сегодня. Такой у меня сегодня завтрак. Вообще как-то есть не хочется. Не знаю, сейчас яйцо съем. Может, пару оливок, огурчики и арбуз. И чаек турецкий взяли. Приятного аппетита, Фетус. Мы позавтракали и идем на остановку. Тут недалеко нужно пройтись на остановочку маршрутки. В принципе, смотрите, с каким красивым видом мы идем. Горы, вот эти цветы, кстати, не знаю, как они называются, все время забываю. Кто знает, как называются вот эти цветочки. Смотрите, какие красивые. Просто супер, как будто бы, не знаю, на картинке на какой-то. А там еще фиолетовые, тоже, по-моему, такие же. Вещей у нас много, мы затарились, потому что напитки там дорогие, экономный муж, это хорошо, видите. А здесь у нас полотенец куча. Я помню, когда в прошлом году выкладывала видео, где, про этот отель рассказывала, там, что до моря ехать 10 минут, кажется, я там так сказала. И как посыпались комментарии: да я еду на море, да зачем мне еще, в общем, так далеко отель от моря. Но люди, это как бы ваш выбор. Можете, если вы хотите прямо на первой линии, здесь тоже есть отели на первой линии, но их очень мало, сразу говорю. И они, конечно, по таким ценам, что, наверное, можно будет за эти деньги отдохнуть 2 раза в Анталии. Поэтому, наверное, это только те, кто прям очень сильно любит этот регион, то будут сюда на первую линию ехать. Но для нас как бы не проблема съездить на пляж. И мы не такие прям... Боже, кошка выпрыгнула с мусорки опять. Мы не такие прям, знаете, фанаты моря, что прям вот приехать на море и не вылазить с моря. У нас в Стамбуле тоже есть море, как бы мы его
видим каждый день, просто там не купаемся, да. А сюда мы приезжаем, точнее, каждый год ради вот этой природы, ради мест, в которых здесь можно побывать. Здесь очень-очень красивые есть места, лагуны и так далее. Сейчас я вам покажу, как инжир растет. Где муж нашел инжир, инжирное дерево здесь растет вот так вот. О, даже есть уже плоды. Смотрите, видите? Какие маленькие инжиринки. Половина не поспела, но многие уже поспели. Вот ради этого мы приезжаем, ради красивых видов, а не только ради моря. На море мы тоже ходим, купаемся в этих лагунах красивых. Ну и вот это тоже очень красиво, согласитесь. Просто прелесть. А в Анталии, ну, только в Кемере есть такие горы, но это немножко не то же самое, что в Фетие. Я думаю, что те, кто был здесь хотя бы один раз, те понимают, о чем я. Те понимают, о чем я, и те со мной согласятся, что это место намного круче Анталии, и оно просто несравнимо с анталийским побережьем. Слишком мечтает на старости лет здесь купить какую-нибудь такую виллу. И видите, здесь их очень много, даже вот люкс-виллы какие-то есть. Они все с бассейном, вот двухэтажные обычно это виллы. Это просто дом какой-то. Ну вот здесь вот построена вилла, просто не видно за деревьями. Там даже надпись, что она продается. Обычно это двухэтажное здание и такой небольшой бассейн в каждой вилле есть. Ну, кстати, знаете, вот он посмотрел, сколько стоит арендовать такую виллу. Вот именно здесь, по соседству с нашим отелем есть, сдаются виллы. Сейчас я вам покажу, какая здесь вилла продается сначала. И скажу цену на аренду. Вот это вот, например, Сатылык. Это продается вот эта вилла. Видите, здесь бассейн, такая терраса и двухэтажная такая вилла. Сколько здесь комнат? 4 комнаты. Вот так вот. Сколько стоит, не знаю. То, что в аренду он спрашивал, то получается 50 тысяч лир аренда виллы. По-моему, 3-комнатной или 4-комнатной. Что вообще можно, за эти деньги только квартиру можно в Стамбуле снять, и то без бассейна, там, в общем, такое, здесь бассейна. Но там единственное, конечно, условие, что нужно на год снимать эту виллу, то есть сразу у вас должна быть сумма на год. Так что, да, вот такие вот здесь цены, в принципе, ну, на аренду неплохие. Так, я тут еще прохожу мимо инжирного дерева, не удержалась, и смотрите, есть уже плоды прям лопаются. Видите? И сорвала один, а тут, оказывается, они с таким как бы молочком, видите, прям капает с него. Это молочко. И муж говорит, что оно ядовитое, что если это на руки попадет, если на руки попадет, то, в общем, будет все липкое в руках. А в глаза ему кто-то в детстве попало, говорит, так вообще еле смог смыть, очень печет. Вот здесь растет оливковое дерево, смотрите, тоже по дороге прям. Оливочки здесь прямо не твердые такие. Olmamış, değil mi aşkım? Очень твердые. Интересно одну сорвать. Вот так выглядят сырые оливки. Вот еще какой-то другой сорт. Здесь уже помельче ягодки. Прямо так много. Здесь просто на обочине дороги. Представляете? Вот, смотрите. Даже не знаю, кто-то собирает или нет. Просто очень много. Класс. А это что? Это бузюм? Это, короче говоря, виноград. Забрался, видите, вот так вот на дерево, на другое. И свои плоды свесил с него. Я так думаю, как это виноград на дереве растет. Потом разобралась. Прикольно. Мы пришли на остановку и ждем маршрутку. Ну вот уже подъезжают. Они здесь ходят довольно часто. Так, нас высадили здесь немножко, не доходя до пляжа, потому что очень пробки большие. Пройтись нужно будет. Смотрите, тут уже пара планеристы летают. Садятся прям над нашими головами. Что же снимает, конечно же. Мы вышли к морю, и здесь место посадки, вот пара планеристов. Сейчас, может, кто-то будет садиться, как раз вам сниму. Здесь они садятся, вот там кто-то сел уже, то есть собирают фотошут. И вот здесь, вот смотрите, летит. Интересно, докуда долетит, до нас долетит или нет? Нет, не долетел до нас.
Здесь пляж другой немножко, чем Голубая лагуна. Для того, чтобы на Голубую лагуну попасть, нужно пройти туда, в конец мыса. Но здесь, по-моему, бесплатный пляж, вот этот вот. Да, шезлонги платные везде, конечно. Вход, я имею в виду, на пляж бесплатный. Можно свое полотенечко там расстелить, стульчики поставить и купаться. Тут тоже очень красивый цвет воды. Вот там дальше стоят пиратские кораблики, на которых можно купить тур. Долина бабочек они отвозят, еще в разные красивые лагуны. Мы уже несколько раз, конечно, были на таком. В этом году даже не знаю, поедем или нет, потому что стоит самый классный корабль, который мы хотим. 2500, кажется, 2500. Там пенная вечеринка. В общем, вот эти вот пиратские самые большие кораблики. Конечно, они самые веселые и самые большие, хотелось бы на них. Но даже на ребенка, на Миру тоже берут стоимость полную, поэтому не знаю, как подумаем еще насчет этого, получится или нет. Эти такие парашюты они собирают. Кто-то сейчас будет садиться опять. Ой, как нам обойти вас, мужчина. О, смотрите. О, ух ты. Муж хочет еще здесь спросить цену на водную прогулку на пиратском кораблике. Ну, я думаю, что здесь скажут такую же цену. В принципе, они все, вот эти большие, приблизительно по плюс-минус одной и той же цене. Мы просто в нескольких фирмах спрашивали, и как бы, ну, плюс-минус цена такая же. Дошли мы до самого пляжа. Сейчас надо будет за вход здесь заплатить. Посмотрите, какая здесь очередь из машин. Видите? Пробка, короче, образовалась. На машине тоже сюда можно заехать. Но будет уже другая цена. Я сейчас вам тоже ее покажу. Наверное, где-то должен быть ценник. Сниму вам его. Смотрите, вот так выглядит Голубая лагуна. Мы вот здесь где-то зашли. А мы пройдем вот сюда, в самую крайнюю точку мыса. Называется пляж Кумбурну. Мы там всегда лежим, там нам очень нравится. А Голубая лагуна уже сама вот здесь вот находится. Смотрите цены. Сейчас опять покажу. 150 лир с человека вход. Это просто если вы пешком заходите. Показывают Голубую лагуну. 350 лир мотоцикл, 800 лир, если вы на машине заезжаете. Ну, то есть человека вы уже не платите, только за автомобиль. Так, в общем, 150 лир с человека. С 8 до 8:30 работает этот пляж. Такой билетик вам даете, и туда нужно по турникету заходить с билетиком. Дети до 6 лет написано, что бесплатно проходят. Ну, после 6 уже полная стоимость. Смотрите, дают такую монетку. И ее в турникет кидаете и проходите. Atayım mı? Evet. Есть такое такси, 150, 100 лир стоит, чтобы вас довезло до вот этой крайней точки. Опять есть карта, можно, чтобы не идти пешком, чтобы вас довезли на вот таком вот баги. Это называется 100-150 лир, она стоит, кажется. Вот написано, гольф-такси. Ну, мы пешочком пойдем. Пошли, зайка. Тут, кстати, идти не так, чтобы прям слишком близко. Ну, минут, наверное, 10 или 5 придется идти до самого конца. Можете, конечно, поближе устроиться. Но мы до самого мыса, до конца мыса пойдем. Вот мы пришли. Людей, конечно, смотрите. Хотя мы пришли с утра. Специально, чтобы было не так много людей. Все равно здесь там толпа. Сейчас будем искать местечко. Видите, можно прийти со своими подстилками. Не обязательно брать шезлонг. Потому что шезлонг тоже каждый год дорожает. Ну, мы решили. Просто нету места. Видите, как бы шезлонги наставлены так плотно, что если хотите на своем, то придется вот так вот где-то далеко от моря сидеть. А не хочется все-таки вещи так далеко оставлять, да? Ну вот. Многие турки вот так по-простому. На полотенчиках расположились, да и ладно. Вот именно поэтому многие ругают это место, что типа много людей, зря я сюда приехал.
Но нам все равно нравится из-за того, что, ну, из-за природы, понимаете, это такое место уникальное. Такого в мире больше нет. Смотрите, даже со своей едой пришли, стульчики поставили. Ну, короче, это чисто по-турецки. Мне кажется, что некоторые турки со стулом в руках уже рождены. Они любят это дело. Какой красивый цвет воды уже вижу. Но людей очень много, даже больше, чем в прошлом году было. В общем, это просто какой-то прикол. Мы приехали пораньше специально, чтобы было меньше людей. Но людей, на самом деле, через 2 часа всего лишь после открытия намного больше, чем когда мы приезжали сюда в вечернее. Ну, как вечером уже, там мы приезжали после обеда. Было намного меньше людей раньше. Смотрите, море даже все полное. Просто, я не знаю. Какой-то прикол. Не можем место найти. Все 4 ряда заняты. Везде. Итак, мы нашли место наконец-то на 3-й линии. И цена за шезлонг с зонтиком в этом году 1500 лир. Это на целый день. За 2 шезлонга и 1 зонтик. Мира уже пошла купаться даже. Жарко, просто очень так она ушла. Смотрите, здесь такой каменистый берег. Такие мелкие камушки, поэтому и вода такая чистая, потому что песка нет. И обязательно нужны вот такие тапочки-каралки. Мы с вами ходили за покупками, я вам показывала, что мужу такие купила в Вайкики. Вот это все из Вайкики. У Миры тоже. И у меня, я, по-моему, в прошлом году покупала. Они очень удобные, из них песок легко вымывать. И как раз вот для таких пляжей подходят. Мира здесь купаться ходит и собирает камушки, да? Будет их разукрашивать. Зачем так много собрала? А куда ты их несешь? Назад? Когда смотришь на лагуну с высоты, кажется, будто это картинка из интернета, обработанная нейросетью. Но нет, это абсолютно реальный Улю-Дениз. Кстати, название Улю-Дениз с турецкого переводится как «мертвое море», но не из-за соли или отсутствия в нем жизни, а потому что эта лагуна абсолютно тихая и спокойная, здесь не бывает волн. Даже когда на открытом пляже рядом бушуют огромные волны и шторм, здесь внутри лагуны вода всегда остается гладкой, как зеркало. У этого места, кстати, есть красивая древняя легенда. По преданию, молодой моряк по имени Бельчикыс влюбился в местную девушку, но погиб во время шторма. Девушка от горя бросилась со скалы, и на этом месте образовалась эта прекрасная спокойная лагуна. А если поднять глаза наверх, над лагуной практически каждую минуту парят сотни парапланеристов. Гора Бабадах высотой почти 2000 метров находится прямо за спиной, и Улю-Дениз считается одной из лучших точек для параглайдинга во всем мире. Многим интересно, почему вода здесь настолько прозрачная и имеет такой безумный бирюзовый оттенок. Секрет в подводных источниках и уникальном микроклимате, а еще в этих белоснежных камушках. На дне лагуны бьют холодные пресноводные ключи. Из-за разницы температуры и постоянного обмена воды она самоочищается и сохраняет эту невероятную кристальную чистоту. К тому же лагуна – это охраняемый национальный парк, поэтому здесь строго запрещено ходить моторным катерам и яхтам внутри самой лагуны. Только сапы, катамараны и рыбки, которые плавают прямо у ног. Надеюсь, вы насладились этой красотой, а теперь давайте я покажу вам реальную изнанку, почему у нас остались неоднозначные впечатления от визита в этот раз. Друзья, август – это самый пик сезона, и людей здесь просто невероятное количество. Нам потребовалось немало времени и сил, чтобы найти хоть какой-то свободный шезлонг. И это несмотря на их, мягко говоря, сумасшедшую цену. Мы приезжаем на отдых в Улю-Дениз уже 4-й год подряд, но до этого всегда попадали сюда в июне. И поверьте, разница колоссальная. Да, в июне, конечно, тоже есть туристы, но никогда не было проблем со свободными местами на пляже, а в море не торчало такое количество голов из воды. Поэтому мой главный вам совет от души, если хотите по-настоящему кайфануть от этого места, от Голубой лагуны, почувствовать релакс и не биться за место под солнцем, приезжайте сюда либо в июне, либо уже в сентябре.
Несмотря на то, что мой предусмотрительный муж набрал нам холодных напитков, но кофе хочется. А кофе мы не взяли, конечно, хотя там впереди сидит турецкая семья, у них там есть в этом пакетах и кофе, и чай, чего только нет. Взял в Starbucks кофе, хотя я не очень люблю Starbucks, но просто другого здесь ничего нет. Так что таким прелестным видом буду пить сейчас кофеечек. Смотрите, что пьют наши соседи по шезлонгу. Два мужчины отдыхают, расслабляются. Освободилось место, мы пересели поближе на первую линию. Нам повезло, можно сказать, потому что за Мирой так, конечно, мне удобнее следить. Когда она в воде, там сзади ничего не видно было из-за передних шезлонгов. Ну, людей пока меньше не становится, хотя уже где-то часа 2 дня. Но мы еще будем сидеть. Конечно, тени от этих зонтиков вообще практически нету. Поэтому мы здесь все полотенцами завешали, чтобы не сгореть под ними. Мы проголодались, решили здесь пообедать с таким прекрасным видом. Тут кафешка. Видите? И здесь прямо вот мы сели на берегу. Так, меню покажу вам, что по ценам приблизительно. Вот бургер самый дешевый 650, это куриный гамбургер 750, здесь пицца еще есть, маргарита 650 лир. Так, греческий салат Цезарь, точнее 780 лир, греческий 630. Ну, вот такие вот цены. Дюрюм еще есть 800 лир. Напитки, это алкогольное получается. Холодный кофе 280. Капучино 250 лир. Ну, такие цены в долларах. Я, как всегда, все внизу подписываю. Заказали пиццу, уже половину съели. Такую ассорти, короче, здесь. И турецкая колбаска, и оливки, и грибы. И здесь у нас была такая корзиночка с наггетсами такими. И с картошкой фри. Уже половину уже съели. Идем назад к нашему шезлонгу и обсуждаем с мужем, как мы стали свидетелем того, что вдруг вскочил официант, да, из кафе и куда-то побежал. И муж спросил у другого официанта, и оказывается, что один из столиков просто оставили, не оплатив, ну, то есть клиенты, да, ушли, и в итоге они поели на 10 тысяч лир и попили, и просто ушли. И вот официант побежал их догонять, но, скорее всего, конечно, он их и не найдет. Я думаю, что такие люди, которые просто на такую сумму поели, встали и пошли, сделали это специально, поэтому, к сожалению, найти шансов мало. И я думаю, что это все вычитается из зарплаты официанта, к сожалению. Ну, такая практика, мне кажется, везде существует. Сейчас почти 5 часов вечера, и людей стало, конечно, поменьше с этой стороны, где мы кушать ходили, но с другой стороны все так же очень-очень много людей. Не знаю даже, во сколько нужно приходить. Да. Не знаю, во сколько нужно приходить, чтобы было посвободнее. На самом деле, я посмотрела, в прошлом году мы приезжали в июне месяце, и я думаю, что из-за этого было намного меньше людей, потому что считается, что в этом регионе сезон начинается чуть, на полную катушку, начинается чуть позже, где-то под конец июня, так скажем. Поэтому людей было меньше. Либо же в сентябре, мне кажется, тоже здесь будет намного меньше людей. Ya Haziran'da geleceksin ya da Eylül'de değil mi? Evet, Haziran'ın başında kimse yokken geleceksin ya da sezon kapanırken geleceksin. Да. В начале июня или в конце сезона, в начале сентября, мне кажется, идеальное будет время для того, чтобы здесь было поменьше людей. Сейчас просто очень много. Мы уже домой отправляемся. Хотела вам по дороге снять вот эта другая сторона мыса. И на самом деле, как бы Мертвое море, точнее, на турецком Мертвое море, Голубая лагуна, она на самом деле находится здесь. Вот это она. Но здесь нам не нравится. Знаете почему? Потому что здесь очень-очень мелко. Видите, какой лягушатник. Поэтому здесь не очень как бы прикольно плавать именно. Но, конечно, с высоты птичьего полета это смотрится очень красиво. Здесь есть, смотрите, переодевалки.
Душ такой открытый. Ну, конечно, тут в основном всегда очереди. Хотя, не знаю, это очередь, это просто люди стоят, ждут. Она просто стоит, ждут, но нам достаточно ножки помыть, да, Мира? И все. Сильно на грязь не наступай в этих штуках. Мы идем уже на выход из пляжа. Самое сложное вот это вот расстояние потом идти от самого края мыса до выхода из пляжа. Нам надо еще будет маршруточку ждать. Ну, там ее не нужно ждать сразу. Сел и поехал, это конечная остановка. Но все равно, знаете, когда после такого насыщенного дня на пляже устаешь, что уже, конечно, последние вот эти вот шаги тяжело пройти. Но слава богу, сейчас уже 6 часов вечера и не жарко. Мы передумали насчет морской прогулки на пиратском кораблике. Все-таки подумали, решили, что надо брать. 2000 лир стоит на человека. На ребенка, к сожалению, тоже берут. Мы, наверное, поедем на вот таком вот. Драгон. Несмотря на толпы людей, Олю-Денис все равно остается местом невероятной красоты, ради которого хочется возвращаться сюда снова и снова. В следующем выпуске вас ждет настоящее морское приключение. Я покажу, как мы отправляемся на плавание на огромном пиратском корабле. Поверьте, там будет очень весело и драйвово, так что не забудьте подписаться, если еще этого не сделали. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и напишите в комментариях, в каком месяце вы больше всего любите отдыхать в Турции. Всем спасибо за просмотр и до скорой встречи. Пока-пока.